Я не понимаю, как можно жить в центре, в Тель-Авиве, как можно жить с такой душевой, с таким туалетом, с такими потолками, с таким подъездом вонючим. Ты заходишь в этот санузел, и тебе не хочется раздеваться и мыться. Ты брезгаешь. У тебя ощущение, что самый дешевый общественный туалет какой-то непонятной организации, какой-то странный договор, какой-то странный домовладелец, который вообще не появляется в этой квартире, через риэлтора пытается тебя поиметь финансово, когда ты съезжаешь с квартиры. За те деньги, за которые я самые трущобы бы снял на побережье, да, вот эти вот на курьих ножках, дом совершенно не отреставрированный никак. Здесь я могу себе на те же деньги снять этаж в доме, там на территориях, то есть там действительно опасно, там есть опасные дороги, есть места, где очень легко свернуть и прям с тебя там кожу содрут, да, ну просто потому что ты еврей. То есть ты ходишь, и везде люди с оружием. И я точно так же сейчас изучаю иврит, чтобы получить лицензию на оружие, потому что мы там это воспринимаем как не то, что своя безопасность, а свой долг перед тем, кто идет впереди тебя. Ты можешь не успеть достать пистолет, если на тебя нападут, но ты прикроешь человека спереди, если нападут на него. Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим с новым репатриантом, который расскажет нам о преимуществах жизни на территории в сравнении с центральной частью и побережьем Израиля. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, как тебя зовут, кто ты, откуда ты. Зовут меня Игорь Николаев, мне 39 лет. Приехал я в Израиль 2 года назад. Со мной приехала уже бывшая супруга и 2 ребенка, 3 и 5 лет. Ехали они к морю, по легенде, что на родину предков. Кто? Дети? Дети. Ну, потому что мне как-то надо было им объяснить, что мы вдруг берем и переезжаем. А почему вообще вы решили переехать? Как и все в 22 году, причина была одна. То есть я давно хотел уехать из России, очень давно прям. А родственники все мои такие, да все нормально. Ну, то есть видно, что не все нормально, но сойдет и так. В 22 году, когда началась война, это была такая отсечка, когда мне сказали, да, действительно, пора валить и срочно. Я сказал, не вопрос, то есть я готов был в любом формате, хоть просто детей под мышку схватить и побежать, хоть успев там подготовить документы, что-то продать. Повезло тем, кто был в России, я имею в виду, то, что была возможность выехать, то есть не стали там закрывать границы, еще что-то, и она сохранялась очень долго, эта возможность. Ты говоришь, вот вы хотели переезжать, вы думали о переезде, но не знали куда или как это было? Я думал о переезде еще давно и рассматривал для себя прежде всего США. Просто потому, что это страна по природе, часть страны очень похожая на Россию. Для меня природа это очень важно, то есть это мой ресурс эмоциональный, энергетический. Потому что там большой рынок, что для меня тоже более привычно, мне проще найти себя в такой стране. Там есть куда переехать, есть где попробовать себя в одном, в другом месте. И в момент, когда началась война, мы поняли, что мы должны выбирать из того, что есть. И у меня были варианты через мексиканскую границу, да, известный такой путь тогда еще был. То есть отсидеть в тюрьме, все вместе с детьми. Я был готов к этому, да, попробовать пробиться в США. Был вариант по политической линии в Европу, поскольку у меня были проблемы в связи с антивоенной позицией в России страны-государства, то есть был вариант в Европе делать кейс по политическому, и был вариант сделать именно алию, то есть репатриироваться как гражданину, если совсем простыми словами, к себе домой вернуться. А ты типа еврей, да? У меня отец еврей, я наполовину. То есть у меня мать русская. И жена от варианта в тюрьму на границе с США сразу отказалась. Вариант политического убежища в Европе и какой-то нотификации там, да, мне был неинтересен из-за детей, потому что я понял, что, ну, скажем так, я себя всегда считал все-таки евреем, никогда не чувствовал себя своим в России русским человеком. Я смотрел всегда на то, что делают русские люди, мне казалось, что что-то во мне не так, я не отсюда. Вот. И я понимал, что мы везде будем чужими. То есть я понимал, что история рано или поздно повторится, ну, грубо говоря, как те гонения после 7 октября, когда вдруг выяснилось, что везде ненавидят евреев, что везде люди выходят и, ничего не зная про наш конфликт здесь местный, да, начинают тут же выступать против нас и защищать арабов. Хотя арабы — это, в общем-то, и наши сограждане, да, они тоже здесь живут, и они тоже жертвы терроризма, такие же, как и мы. Я понял, что в Европе мы будем всегда чужими. То есть у детей не будет ощущения, что они выросли в своей стране. И я решил, что мы должны быть в своей стране, несмотря на то, что здесь опасно. Со стороны это выглядит очень опасно все, как там все взрывается, прям подойдешь куда-то и сразу взорвется все. Ну, это вот из России так это выглядит. И я решил, что нет, мы все-таки будем жить здесь, и дети еще успеют стать прям совсем своими. То есть успеют выучить язык как родной, он будет для них родным, и они будут в своей стране, они будут служить в Сахале,
Это будет армия, от которой не нужно отмазываться, как в России, а которую, наоборот, ты идешь, выбираешь войска, то есть вот эта вся история. Такая страна здорового человека. Сколько было детям, ты не сказал? Когда Да, ты приехал? детям было 3 года дочке. Она такая, как сказать, компанейская. И за компанию поехали к морю, вообще не вопрос. А с сыном было посложнее. Он такой более вдумчивый, наверное. И он был достаточно сильно привязан к садику, к своему, какому-то своему привычному образу жизни. Ему было 5 лет. Я ему объяснил, почему мы едем. Я ему не сказал, что мы едем из-за войны. Не хотел вообще, чтобы дети о чем-то думали негативно. Я просто сказал: смотри, ну ты дедушку Лазаря Наумовича помнишь? Он говорит: да. Я говорю: ну вот мы все когда-то, все наши предки ушли из Израиля. А сейчас пришло время вернуться туда. Это наша родина, и мы должны туда вернуться. Он сказал: хорошо. Я говорю: а еще там море. Он сказал: вообще классно. Вот я его привез. Когда мы первые 3 месяца прожили, он спросил: а когда домой? Я замешкался на секунду, так, а потом так показал вокруг, сказал: так мы дома. И это сработало. Ну, в рамках общей политики, и эта фраза, и в рамках всего, что я делал, это сработало. Дети чувствуют себя дома. У них нет ощущения, что они приехали из дома куда-то на чужбину. У них ощущение, что они дома. И я им объяснил, что мы временно жили в России, наш дом всегда был здесь. Расскажи, пожалуйста, в каком вы городе поселились и почему там? Поселились мы в Гуш-Эционе. Ну, кто не знает, это Самария. Сразу поселились там? Нет, у нас, скажем так, немножко все пошло вверх ногами, то есть мы собирали документы, потом мой родственник, один из ближайших, передумал, мы перестали собирать документы, потом в последний момент он сказал: срочно едем, и мне пришлось уже ехать как есть, без подготовки. И ехали из-за этого по экстренной репатриации, и приехали просто в аэропорт, и в Бен-Гурион, и сказали, нас, ну, как всех спрашивают, куда вы едете, какой адрес, мы вам заказываем такси, и я говорю: ну вот, Байрес Израиль. Все, адреса нет. Мой адрес не дома, не улица, да, мой адрес Эрес Израиль. Они на меня смотрят на детей. Я понимаю, что с детьми нас никуда, ну, как бы нам должны что-то найти хотя бы на неделю, чтобы мы успели найти квартиру себе. И нас отправляют на Арию, в гостиницу Ридс-Карлтон, с питанием на 2 недели. Потом еще продлили на неделю, потому что мы не успели документы себе сделать вовремя и найти квартиру. И уже оттуда, там просто шикарный управляющий был, и она нам помогла как бы оформить документы, получить туда дзуты. И мы в спешке, как и все, искали лишь бы уже что, хоть какую квартиру, хоть лишь бы рядом хоть какой-то садик был вообще, и автобусная остановка. И вдруг звонит просто друг семьи старый и говорит: а вы что не сказали, что в Израиль едете? Я здесь уже 12 лет живу. Я говорю: мы не знали, там легенда вообще другая была, что ты в другой стране, там пропал, исчез. Нет, говорит, я здесь живу, приезжайте в гости. И мы поехали в Гуш-Эцион. Просто в гости, посмотреть горы, посмотреть Иерусалим, потому что он там, ну, в 20 минутах оттуда. Я осмотрелся, я увидел, как там живут люди, что это такая одна большая семья. Ну, дальние родственники, да, по соседству живут. То есть дома открыты, все всегда всем рады. Дети гуляют дичкой просто в закрытом поселке, то есть выходят на улицу, берут младших братиков, сестричек за ручки, ходят, гуляют. Никакого вот этого трафика нету, ничего такого, такая тишина и шикарный просто простор, горы, воздух чистый. И я понял, что стоп, я хочу здесь жить. И я сказал: мне нужна здесь квартира, ну, какая-то часть дома, свой сад, чтобы дети могли просто выйти на веранду в любую погоду, там побегать, чтобы свои фрукты, чтобы простор, комфорт. И остались там. Как же так? Там же опасно. Террористы и все такое. Я разобрался в этом вопросе, то есть я прям вот изучал статистику, какие-то случаи, и понял, что есть огромная разница, во-первых, Иудея и Самария. То есть в Самарии, туда, ближе к Дженину, там все очень плохо. То есть там действительно опасно, там есть опасные дороги, есть места, где очень легко свернуть, и прям с тебя там кожу содрут, да, ну просто потому что ты еврей. А у нас все эти годы, ну до 7 октября вообще было тихо. То есть там был случай один трагический, ну, 2 такие известные за 20 лет. То есть такого, чтобы там бегали, что-то, там нечего взрывать, там нет плотности населения такой, чтобы что-то интересно было взрывать этим ребятам. Там достаточно, есть же еще разные кланы арабские, да, есть, например, какие-то поселения рядом с Иерусалимом, где просто арабы еще в 48 году сказали: мы не будем воевать, да, с евреями, мы за мирную жизнь. Есть там тот же Дженин, да, в Самарии, который... Вот мы воюем, все, там джихад, все дела. А у нас рядом живет такой клан достаточно миролюбивый, который 20 лет торгует с евреями, моет им машины, прибирается, там строит дома. И ни разу никто даже не попытался ничего сделать.
То есть совершенно все было нормально. После 7 октября к нам поползли, но это были уже там не наши, не местные. То есть они поползли по всей стране. Кто-то прорывался из Дженина, кто-то из Иордании, но это все настолько качественно отслеживалось. Ну, то есть, когда летают квадрокоптеры по ночам свои цахаловские, да, там все это охраняют, все это проверяется, с тепловизорами ходят люди. Ну, чувствуешь себя реально в безопасности. Вот ты говоришь безопасно, да? А ведь возле Газы тоже было безопасно до 7 октября. Люди там жили, не думали, что такое может произойти, и такое произошло. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что в какой-то момент вот так раз, и они рядом, расстояние небольшое, они прорываются. Смотри, по Газе я тоже изучал этот момент, я смотрел блогеров, которые изучали реальную безопасность в Газе. Они давно еще говорили, за 2 года до этого всего, что, ребята, у вас все поставлено на провод, все поставлено на камеру, а если они просто прорвутся и отрежут вам провода, грубо говоря, вы останетесь без видения, без связи, что вы будете делать? Это же дело нескольких минут, добраться до ближайшего кибуца и захватить его. Такие разговоры были и про север, и там тоже все вменяемые люди понимали, что если захотят, в любой момент захватят несколько кибуцев и заберут заложников, что это неизбежно, если они захотят, они это сделают. Здесь у нас в Иудее чуть-чуть другая ситуация, то есть количество людей вооруженных, просто на наблюдательных базах девочки сидели без оружия. Если у них не было личного оружия своего, то они там по предписанию, они как бы просто наблюдают. То есть они могли вообще сидеть где-то в другом конце планеты, да, и через интернет за всем за этим следить, и остались бы живы. У нас количество военных бронемашин, автоматов, пистолетов совсем другое. То есть держать оборону какое-то время мы там сможем. И такого, чтобы никто не знал в шаббат, что происходит. То есть там в этом плане даже, если они вдруг захотят, опять же, это будут не местные наши, это будет какая-то группировка, которая так или иначе связана с сильным каким-то там хамасовским подпольем или еще каким-то. И это не будет там 1000-2000 человек, это может быть там десяток, 20 человек, каким-то образом они соберут. У них, возможно, будет даже какое-то оружие автоматическое, возможно. Но там есть кому отбиваться и достаточно долго. И у людей, количество людей просто с личным оружием, которые отслужили в армии, у нас совсем другое, не такое, как в Тель-Авиве. То есть ты ходишь, и везде люди с оружием. И я точно так же сейчас изучаю иврит, чтобы получить лицензию на оружие, потому что мы там это воспринимаем как не то, что своя безопасность, а свой долг перед тем, кто идет впереди тебя. Ты можешь не успеть достать пистолет, если на тебя нападут, но ты прикроешь человека спереди, если нападут на него. То есть через одного должен быть пистолет. У нас такие представления. Ну хорошо, но если ты знаешь заведомо, что у тебя вот есть такой риск, зачем жить в более опасном месте, если можно жить в менее опасном? Например, в центре или на побережье. Смотри, именно в Гушицоне, где мы находимся, этот риск, он, мягко говоря, преувеличен. Именно даже потенциальный риск. Это просто связано с настроениями местных арабов. Они такие больше диванные. То есть, может быть, среди них был кто-то, кто сказал, все не так однозначно после 7 октября. Кто-то, может быть, сказал, так ему и надо этим евреям. Но это не актив. Когда мы говорим про Газу, это были такие цепные псы в 3-м поколении, натасканные с самого рождения на то, что у них нет другой цели в жизни, кроме как убить евреев. Хорошо, расскажи, какие плюсы для тебя в жизни на территориях? Человек из Тель-Авива меня спрашивает, как ты там живешь? И что-то мне там видео из дома показывает, а я смотрю на его квартиру, и для меня просто мой дом — это моя крепость и моя зона комфорта, место, где я как телефон встаю на зарядку, да. Я не понимаю, как можно жить вот с тем, что репатрианты обычные, такие как я, могут себе позволить в центре, в Тель-Авиве, как можно жить с такой душевой, с таким туалетом, с такими потолками, с таким подъездом вонючим. Поподробнее. Что значит с такими? Человек, который приезжает из Москвы, у него, я не знаю, это невозможно передать. Это как будто ты всю жизнь ел мороженое вот такое, приехал в арабскую страну, а у них мороженое соленое. Ты говоришь, вы чего, совсем что ли? Они привыкли к такому. Это трудно объяснить, но ты заходишь в этот санузел, и тебе не хочется раздеваться и мыться там. Ты брезгаешь. У тебя ощущение, что самый дешевый общественный туалет какой-то непонятной организации, какой-то некоммерческой, которая на самообеспечении, как-то на волонтерских началах. Какая-то жуткая плитка, занавесочка на полу, все это, рядом прям стоит унитаз, вода вся это везде. Нет вытяжки, ничего нет. Я могу себе на те же деньги снять этаж в доме, там на территориях, именно на территории Израиля, то есть то, что не у арабов, то есть я снимаю в Ишуве. Это очень комфортный дом, где нет перепадов температур, где я, в принципе, могу не пользоваться мозганами. Могу пользоваться, в принципе, дом держит температуру и зимой, и летом. Где у меня большая площадь, где я могу сверлить, что хочу, потому что, там более понятийные отношения, все друг друга знают, и ты можешь договориться, например, с русскоязычным домовладельцем, сказать, можно я сюда полку себе вкручу? Он говорит, да вкручивай, конечно, без проблем, не вопрос. Тебе дать мы в Ригу.
В центре это намного все сложнее решается. У меня свой сад, он огромный, там есть просто все, почти круглый год, то есть у нас там абрикосы, разные винограды, розы, маракуйя, чего только нету. Я все даже не вспомню, там просто список всего, все это плотно. При этом у нас замечательные соседи, мы всегда можем подстраховать их, там, посидеть с их детьми, отправить своих к ним, чтобы они посидели, но при этом мы их не слышим. То есть там так тихо, такая тишина, у нас свой выход, своя лесенка, у них свой. Мы можем встретиться, если захотим, на лесенке на их, можем пройти спокойно, никому не мешая. Комфортно, огромная веранда, понимаешь, в тенечке. Может, тебе просто повезло с соседями? Это в целом тенденция. Понятно, что соседи есть разные, но я же там много знаю людей. Я могу сказать, что там в целом скорее так, чем какой-то странный договор, какой-то странный домовладелец, который вообще не появляется в этой квартире, через риэлтора пытается тебя поиметь финансово, когда ты съезжаешь с квартиры, приписать тебе там кучу недостатков, у которого старый мозган, который не собирается менять, который не работает, и он требует, чтобы ты за свой счет обновил мозган. Там такое прям редкость. Расскажи, какие еще плюсы? Еще плюсы. Опять же, это еще и стоимость, да, то есть я за те деньги, за которые я самые трущобы бы снял на побережье, да, вот эти вот на курьих ножках дом, совершенно не отреставрированный никак. Здесь вот такой вариант. Дальше. Если мы говорим о простом варианте, когда человек приезжает и берет простую работу, то есть там девушки идут в детские сады, где всегда не хватает людей, там этого много, детских садов, ясель, школ, и мужчин, вот я иду авбайтом, кто-то идет в охрану. Это небольшие оплаты труда, но если в центре ты не можешь прожить на эти деньги, то там ты можешь, там все дешевле. Иерусалим, Кварацион, пожалуйста, Рами Леви, по акции закупайся, будет все дешево. Я работаю в школе, я сразу могу сказать, в конце дня выкидывается очень много очень хорошей еды. Фрукты, овощи, мясо, там, гарниры. Я беру это с собой. Это сейчас вклинилось в мой рацион процентов на 70. И я также помогаю там кому-то из знакомых, да, там кто-то, например, не против этих овощей. Да, я заодно завезу там коробочку овощей, понимаешь? Друзья, это видео также и об истории отца-одиночки, воспитывающем 2 детей. Если кому-то из вас будет интересно посмотреть эту историю, приглашаю вас переходить на мой основной канал «Шенкер. Истории людей» и смотреть его там. Также буду рад, если вы напишите какой-то комментарий в поддержку этого и того видео. Увидимся. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.